Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Good Day with Андрей. Завтра мы идем наконец-то в настоящий поход, после того, как мы просидели в локдауне полгода или что-то около того. Это будет поход на один день. Мы выходим с утра, возвращаемся вечером. Мы планируем пройти 25 километров. Поход этот достаточно сложный в том плане, что будет большой перепад высоты. Где-то нам придется подняться суммарно на 1100 метров, если я не ошибаюсь. Этот поход уже такой более спортивный. Я собрал все вещи, которые нужно в поход, и я решил записать это видео, чтобы рассказать вам, что в принципе нужно брать с собой, если вы идете в поход на один день. Я расскажу в принципе, что нужно вообще, и на примере своих вещей покажу, что беру я. Давайте соберем рюкзак. В принципе, я все вывалил тут на столе, все, что мне нужно взять. Извините, если будет странный широкий угол, я старался просто, чтобы все влезло, было видно. Перво-наперво нужно иметь рюкзак. Рюкзак для однодневного похода, я думаю, хороший объем, это 35 литров. 35 литров звучит многовато, на самом деле это не так уж много. Основные фишки, которые я считаю нужны в рюкзаке, полезны. Первое, это то, чтобы сзади была сеточка, а если будет жара, то будет хорошо дышать спина. Плюс важно в рюкзаке, на мой взгляд, карман для пузыря с водой, в котором будет храниться вода. Всякие карманчики, это тоже полезно. Еще, если снаружи есть веревочки для того, чтобы зацеплять палки или что-нибудь в этом роде, то это тоже хорошо. Плюс, также полезная штука, это здесь внутри находится замочек, и за ним брезент, который защищает рюкзак от дождя в случае чего. Давайте начнем складывать. Начнем с самого главного. Самое главное в походе — это вода. Я воду беру в таком пузыре, в котором вмещается примерно 2,5 литра. Я обычно набираю 2 литра на день. В принципе, это то, что нужно. Воду нужно брать обязательно. Можно забыть все остальное. Если вода кончается, то это очень неприятно. Даже если короткий поход на жаре, то отсутствие воды может вызвать судороги или какие-нибудь другие проблемы. Вам это не надо. 2 литра воды всегда хватает в любом походе. Если жарко на улице, где-то плюс 40, то 2 литра воды может не хватать, потому что очень хочется пить. Но в этом случае я советую постараться сдержаться и пить умеренно, не выпивать сразу сколько хочется, потому что если будете пить больше, чем 2 литра в день, то будете больше потеть, при этом будете хотеть еще больше пить. Толку от этого мало, поэтому лучше растянуть 2 литра. Если холодно, то скорее всего 2 литра останется, но это ничего страшного. Пусть лучше останется, пригодится помыть руки или еще что-то. Я наполню этот пузырь потом, прямо сейчас, конечно, я не буду наполнять, пока показываю видео. Дальше нужно брать запасную одежду. У меня есть основная одежда, которую беру, я покажу немножко позже. Запасная одежда — это такая шерстяная кофта с капюшоном. Она очень тонкая и легкая, но из-за того, что она шерстяная, она достаточно теплая. Она нужна для того, что если идешь в поход, бывает, разгорячишься, когда идешь, не хочется ничего одевать, но потом останавливаешься на привал, начинает дуть какой-то ветерок и становится очень холодно, и нужно что-то накинуть на себя, потому что иначе можно получить какую-то проблему, связанную с холодом, переохлаждением, может быть даже очень неприятный исход. Плюс обычно поход до конца дня, вечером холодает, и когда приходишь на финальную точку, хочешь посидеть, отдохнуть, и одеваешь что-то легонькое для того, чтобы было теплее. Еще одна штука — запасные носки. Запасные носки нужны, потому что в походе часто можно намочить ноги. Если переходишь речку, например, с мокрыми ногами идти как минимум неудобно, а как максимум ноги натираются и оставляют мозоли. Потом я беру плавки и полотенце. Полотенце в такой коробочке, оно тонкое. Плавки в Австралии нужно брать всегда, потому что никогда не знаешь, где придется плавать. Чаще всего какие-то речки,
океан, и ты разгоряченный, тебе хочется охладиться, поплавать. Если плавок нету, то не всегда можно купаться голышом. Потом, очевидно, у нас туалетная бумага. Как говорится, что нас ждут за приключения, одному известно Богу. Туалетную бумагу не забудь с собой в дорогу. Она еще полезна, потому что можно ей вытирать руки, вообще протирать что-нибудь такое. Использовать просто как салфетки, если что-то нужно сделать. Потом дальше у нас еда. Когда идешь в длинный поход, больше 20 километров, когда постоянно идешь, то в принципе есть не особо хочется, потому что в это время организм сжигает активно жир. Когда сжигается жир, то энергии достаточно для того, чтобы идти. И вообще человек может прожить без еды достаточно долго, поэтому это нормально. Если вы даже в поход не возьмете вообще еды, за один день ничего с вами не случится, голодного обморока не будет, вечером можно поесть. Но для того, чтобы поддержать организм, чтобы в принципе комфортно было идти, я обычно беру еду немного. Значит, у меня есть такие протеиновые батончики. В каждом из них 20 грамм протеина. По сути, когда съедаешь такой батончик, это как будто ты один прием пищи сделал. Как бы если идешь, захотелось кушать, можно съесть такой батончик. Я беру ореховую смесь, орехов и сухофруктов. Это где-то здесь максимум 50 грамм. Они всегда остаются, я беру их буквально на всякий случай, если где-то на привале хочется что-то погрызть, не хочется есть ничего существенного. Значит, беру обычно банан и мандарин или банан и апельсин. Это такие естественные источники углеводов. Если немного устал или там хочется что-то свеженького такого, очень хорошо идет банан или апельсин. Я съедаю их не сразу, не вместе, а по очереди. То есть дальше основная еда. Основную еду беру, потому что мы с ребятами, как правило, останавливаемся на привал пообедать. Обычно беру бутерброд с колбасой и сыром. Зажариваю в гриле, заворачиваю в фольгу, ложу в такую коробочку, контейнер непромокаемый. И к ним беру помидоры черри, тоже в непромокаемом контейнере. Почему? Потому что сухой бутерброд не всегда есть интересно. Хочется что-то взять к нему. Достану рюкзак, я собираю. Помидоры, они не дают особой энергии, но они такие приятные, дают какую-то дополнительную свежесть. Теперь, что мы еще? Еще беру такой вот, не знаю, как это называется даже, такая штука, она на eBay стоит пару долларов, раскладывается, и на ней можно сидеть. Она очень легкая, весит буквально пару грамм, поэтому ее можно брать с собой без проблем. Я ношу ее так в карманчике. Зачем она нужна? Потому что мы обычно час идем, там 5 минут отдыхаем. Хорошо сесть и не сидеть на голой земле, потому что там какие-нибудь пауки или муравьи либо могут покусать, либо залезть на тебя, либо еще пиявки бывают, что сидеть на этой штуке гораздо приятнее. Вот. Еще одна из таких вещей, которые я беру, это такой вот, это селфи-палка и трайпод. Можно сделать из нее селфи-палку и снимать себя на видео. Либо можно разложить ее вот так вот, и получается трайпод. Плюс в нем есть Bluetooth кнопка для того, чтобы снимать себя. То есть обычно мы делаем групповое фото, снимаем себя, как мы на каком-нибудь красивом фоне. Значит, это берем с собой тоже. Для того, чтобы снимать, нужен Powerbank. Powerbank у меня на 20 тысяч миллиампер. Главное не забыть его зарядить. Это дополнительный вес, конечно, но в принципе в походе, если снимаю я особенно много видео и фото, и постоянно смотрю в карту в телефоне, то батарейка садится. И очень неприятно остаться без навигации в какой-то момент, если батарейка сядет, поэтому лучше немножко лишний груз тащить, это не страшно. Еще одна вещь, это такая штука Life Straw. Life Straw это фильтр для воды. Утверждается, что в принципе
с ним можно прямо пить из реки, то есть открываешь пробочку так, вставляешь его в реку и так начинаешь пить. Но мы пробовали, в принципе, в походе, вода получается вкусная, нормально, пригодная для питья, но это скорее как запасной вариант, если не удалось нигде найти воды получше, мало ли что. Опять же, смотрите, без воды остаться это очень неприятно, лучше взять небольшую такую штучку с собой. Теперь, что у нас еще? Фонарик. Фонарик у меня такой на, по-моему, 1000 люмен, может светить достаточно ярко. На большой батарейке, аккумуляторе. Мне он очень нравится, его можно одевать на голову, можно доставать отсюда и пользоваться им отдельно. Как в принципе, нравится такой вот фонарик. Я им очень доволен. Зачем нужен фонарик? Причина такая, что очень часто походы задерживаются, и когда возвращаемся, то часто уже бывает темно. Для того, чтобы дорогу было видно, куда идти. Даже если это однодневный поход, очень важно иметь с собой фонарик. Вы будете очень благодарны себе, если возьмете. Потом из таких инструментов у нас ножик складной, швейцарский Victorinox. Как бы в нем есть нож для того, чтобы резать колбасу, если нужно. Есть другие всякие инструменты, ножницы, можно отвертка. Как бы один полезный инструмент, который я не ожидал, что он будет полезен, это пила. Можно этой пилой распилить небольшое дерево. Я его использовал несколько раз, эту пилу, для того, чтобы выпилить себе палку, на которую можно опираться. С палкой, например, по каким-то камням или там по речке идти, когда не было с собой палки, то это помогало выпилить. Небольшой мультитул такой. Особо никогда им не пользуюсь, но он мне нравится, место не занимает. Тоже в нем есть ножик, ножницы, мало ли понадобится, если что-то выковырять. Берем обязательно средства от комаров, клещей и пиявок. Брызгаем на себя, для того, чтобы ничего не приставало. Зажигалка на случай, если нужно что-то разжечь. Еще одно применение зажигалки. В Австралии бывает много пиявок. Если пиявка пристает, то можно поджечь зажигалкой ей хвост. Ей становится больно, и она от себя отваливается. Вот. Еще санитайзер для рук. Тоже полезно, потому что когда останавливаешься покушать, руки бывают грязные, где-то лазишь непонятно где, непонятно какие там микробы. Санитайзер очень полезен тоже. Теперь переходим в раздел, скажем так, безопасность. Есть такая у меня штука, я ее всегда беру с собой. Это спутниковый маячок. Потому что в тех местах, где мы ходим, чаще всего нету мобильной связи. Поэтому, если что-то случится банальное, даже если ты вывихнешь ногу и не сможешь идти, или если укусит змея, или провалишься куда-нибудь, то нужно иметь возможность вызвать помощь. Эта штука тоже тяжелая, весит грамм, наверное, 300. И она достаточно дорогая, стоит долларов тоже 300 примерно. Суть в том, что если ее активируешь, она знает твои GPS-координаты и начинает отсылать радиосигнал высокой мощности в службу спасения с твоими координатами. Прилетит вертолет, если что, волшебник спасет тебя в голубом вертолете. Вот это такая обязательная штука, всегда с собой берем. Вот этот бинт, это специальный эластичный бинт от укусов змей. Если змея кусает за какую-то конечность, то первая помощь — это не двигаться и замотать эту конечность чем-то тугим, для того, чтобы кровь не циркулировала. Но надо замотать не сильно туго, иначе твоя конечность может пострадать до того, как приедет помощь. Поэтому этот специальный эластичный бинт, в нем есть специальный индикатор, когда его наматываешь, там такие квадратики растягиваются, и когда они выглядят квадратом с равными сторонами, то значит степень натяжки правильная. Так,
Что у нас дальше? Последняя это аптечка. В аптечке на один день что мы берем, давайте я вам расскажу. Во-первых, такой мешочек. Это мешочек dry bag, для того, чтобы туда не попадала вода. Но на самом деле для аптечки это не особо важно. Я просто купил dry bag, потому что у меня раньше это все хранилось в полиэтиленовых пакетиках. Они быстро рвались. Это было не очень удобно. Значит, у меня тут лежат пластыри. Пластыри в походе это самое полезное. Разные виды пластырей. Использую я их очень часто, потому что бывает натирают ноги. Такая штука, если натрет ноги, чтобы одеть на палец и защитить пальцы, мозоли на пальцах. Еще маленький пластырь, на всякий случай. Это кусочек паракорда. Я с собой беру всегда на тот случай, если нужно сделать, будешь наложить жгут, пережать какую-то конечность кому-то. То есть я его использую, как не использовал, точнее, ни разу, надеюсь, никогда не пригодится. Потом у меня есть такой пинцет для доставания клещей. Тут в нем есть небольшая лупа. И фишка в том, что ты можешь им поддеть клеща, и как бы он его не переламывает, а чуть-чуть его зацепляет, и ты можешь его достать. Вот, вообще наш походный лидер Коля заставляет нас брить ноги перед походом. Он говорит, что это защищает от клещей, потому что клещи залазят по волосам на ногах. Я не знаю, насколько это правда, но я на всякий случай ноги брею, пока еще ни одного клеща не было. Это небольшой бинт, тоже символический. Как бы, если какая-то серьезная проблема, то эта аптечка не поможет, конечно. Из таблеток у меня здесь есть таблетки от диареи. Тоже пока не использовал, но ношу по совету бывалых. Здесь у меня еще есть такие спиртовые салфеточки, удобно протирать мозоли или раны. Есть антигистаминное средство, есть обезболивающий панадол, есть от изжоги средства, иногда бывает, и нурофен. Нурофен и панадол. У меня, значит, лишние есть. В принципе, такая минимальная аптечка. Как я сказал, что из нее я пользуюсь только пластырями. Остальное лежит на всякий случай. Палки я беру не в каждый поход. Обычно я их беру только тогда, когда нужно лезть на какую-то высоту, потому что когда идешь на подъем, как-то немножко помогаешь палками, руками идти легче. Если подъемов нету, то я их не беру. Они вот так вот болтаются себе, они не мешают идти. Так, в принципе, ну вот мы и сложили. Получилось по ощущениям где-то килограмм 7. Плюс я наберу еще воды 2 литра, получится килограмм, ну скажем, 10. В принципе, в однодневный поход, чем он хорош, что не нужно особенно беспокоиться о весе, потому что долго идти не надо, палатку тащить не надо, спальник тащить не надо. Вот. Ну, надо смотреть на свою подготовку. Вот. 10 килограмм, в принципе, такой хороший вес, дополнительная нагрузка для того, чтобы ощутить дополнительный фитнес. Значит, я в рюкзак наберу воды. Еще хочу пару слов рассказать про то, что стоит одевать в поход, если вы идете на один день. Значит, по поводу одежды. Если это поход простой, скажем, километров на 10-12, то я одеваю тогда хлопковую одежду, потому что в ней комфортнее, она хорошо лежит к телу. Если поход более сложный, как будет завтра, то я стараюсь одевать синтетическую одежду. Проблема с хлопковой одеждой в том, что если потеешь, то она намокает и она медленно сохнет. И потом мокрая одежда очень сильно натирает тело, появляются какие-то мозоли, вообще очень неприятно. Поэтому завтра у меня полностью синтетическая одежда. Значит, штаны. Они очень легкие, синтетические, куплены в Декатлоне. Они удобны тем, что у них можно отстегнуть вот эту нижнюю часть и получится шорты. Если становится жарко, то я их отстегиваю. Рубашка с длинным рукавом.
Я беру рубашку с длинным рукавом, потому что я не люблю солнечный крем, поэтому я предпочитаю защищаться одеждой. По этой же причине я беру такую шапку. У нее длинные поля, она закрывает шею, лицо, уши. Ну, как бы у меня почти ничего не сгорает. Носки. Носки у меня такие вот с отдельными пальцами. В принципе, я перепробовал много разных носок. Остановился именно на таких. Часто у меня натираются мозоли. Ты этого не ощущаешь, пока идешь километров 10. Километров после 20 уже начинает ощущаться. Ноги наливаются соком, скажем так. Вот, поэтому я купил такие носки. Получается, они изолируют пальцы друг от друга и снижают вероятность мозолей. Ну и трусы. Я знаю, что это не очень интересно вам смотреть про трусы, но это важно. Почему? Потому что как бы если они намокают от пота, то они тоже способствуют натиранию, поэтому нужны трусы синтетические. Ну и последнее — это ботинки. Ботинки у меня Merrell. На самом деле в поход самое главное брать ботинки, в которых хорошая цепкая подошва. Они не должны быть сильно тяжелые, но эти немножко тяжеловатые, но не дышащие. И если вы идете в поход расстоянием больше 15 километров, то в принципе я рекомендую одевать обувь где-то на 1 размер больше, чем вы обычно носите. Потому что когда идешь постоянно в вертикальном положении, всякие жидкости, лимфа начинают стекать в ноги, плюс ноги нагреваются от того, что постоянно идешь, распухают, увеличиваются в размере, и очень легко можно натереть какие-то мозоли, получить какую-то проблему. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать. Я в описании к видео оставлю список того, что нужно брать, то, что я рекомендую. Вот, и все. Счастливого нам завтра похода. Надеюсь, что выложу интересное видео с какими-нибудь красивыми видами. Всем пока. Удачи в походах.